Всем привет из Ирландии. 26 апреля в субботу прошел антимиграционный митинг в Дублине. Было более 5000 человек, что для Ирландии очень весомый митинг. Были также митинги поменьше в разных других каунти и городках. Что хотят люди этим донести? Они хотят сказать то, что их не устраивает миграционная политика сейчас, правящей коалиции и правительства в целом. Они хотят, чтобы Ирландия закрыла границы и всех выгнала тех, кто живет нелегально, и вообще им все равно, как я так вот почитал, посмотрел комментарии, многие очень там агрессивно настроены, и неважно, работаешь ты, не работаешь, платишь налоги, взял ли ты дом в ипотеку, живешь ты тут 15 либо 20 лет. Поверьте, если человек настроен очень конфликтно, то он до вас, как говорится, доклепется, доебется, можно так сказать, по любому вообще моменту. Он может тебя расспросить, где работаешь, что делаешь, туда-сюда, и в конце концов все равно он скажет, понаехали, что ты сюда приперся. И вообще, люди, которые здесь живут уже более 20 лет, они тут не стали своими. То есть, через 2-3 слова, которые ты скажешь ирландцу, он поймет и сразу тебя спросит, where from, то есть, откуда, дружище, ты сюда приперся. 100%. То есть ты никогда не будешь своим, и акцент у тебя по-любому будет. Какие же лозунги были на вот этом вот прекрасном митинге? А лозунги были такие: Ирландия для ирландцев, чьи улицы? Наши улицы. И самый такой, да, для меня, ну, не то что необычный, но я посмотрел и как-то такой, вау, что это за копировать, вставить, что это за Ctrl-C, Ctrl-V. И вот это меня удивило, да, то есть Make Ireland Great Again. Сделаем Ирландию обратно великой. Где-то мы уже это слышали, да, где-то что-то поменяли, всего лишь одно слово, да. Много людей было с портретами Трампа. Также поддержал этот митинг Конор Макгрегор. Он сказал, выходим, ребята, давайте, улицы будут наши, все спокойно. Митинг прошел спокойно, они там прошлись туда-сюда, никаких не было там столкновений, потому что был контрмитинг, то есть был митинг в поддержку мигрантов, и все прошло нормально, цивилизованно, но, как многие эксперты утверждают, что все-таки в Ирландии прислушиваются к массам. И когда выходит 5000 человек, да, с флагами, с такими вот лозунгами, то все-таки что-то будут менять. В июне или в июле в Брюсселе, то есть Еврокомиссия будет собираться по поводу беженцев, вообще разговаривать и что-то менять. В том числе и это касается и украинских беженцев. И также в каждой стране будут заседания вот эти по мигрантам, беженцам, по всем вот этим вот, да, нюансам и моментам. И я думаю, что все-таки что-то будут менять. Это мои мысли, ну не только мои предположения и мысли. Многие эксперты об этом говорят, я тоже думаю, потому что зачастились вот эти вот всякие выступления против того, чтобы заселяли международников, особенно заселяли вот эти вот, да, отели, переделанные всякие там комплексы. Много, вы видите, только говорят о том, что какой-то отель подписывают контракт, чтобы размещать международников, сразу выходят люди с плакатами о том, чтобы этого не делать. Они не хотят видеть в своем городе людей, да, из других стран, которые просят убежища. Я их, в принципе, вот это вот понимаю. То есть тех, кто работает и платит налоги, и взял ипотеку, и здесь уже живет как свой, то есть для него Ирландия это уже реально дом родной. Я не понимаю, какие к ним претензии. А вот тем людям, которые хитро выебанные, которые приезжают просто на выплаты, а тут уже есть целые поколения, которые подтягивают друг друга и сидят вот так вот, да, уже получали социальные дома и сидят на попе ровно. Вот таких, конечно, бездарей нужно гнать, конечно же, метлой. И еще интересный факт, то, что я узнал, что большинство тех, кто просит международную защиту, больше 80%. Знаете, откуда приезжают? Вот это меня удивило. С Северной Ирландии.
То есть что делают эти умные, цивилизованные люди? Великобритания, как вы знаете, не такие социальные блага, не такая хорошая социальная помощь. Они что делают? Они просто берут с Великобритании и приезжают на остров. Между Северной Ирландией, получается, и Великобританией, это одна страна, да, нет никакого паспортного либо какого-то контроля. Сели на паромчик, приехали, потом спокойно до Дублина доехали, потому что обратно же между Республикой Ирландия и Северной Ирландией нету никакого паспортного контроля, по факту нет никакой границы. Спокойно приехали в Дублин, нашли адрес, где там принимает, да, эта организация по международной защите, и все, они все это заполняют, пожалуйста, подаются на международную защиту. Таких, конечно, прохаванных, я считаю, нужно, конечно, обратно в Великобританию отправлять. Плюс пусть королевство объединенное занимается этими ребятами. Ну а в общем, конечно, не то что, я не скажу, что ирландцы делают что-то неправильно, они имеют на это право выходить, говорить что-то, что им что-то не нравится, поднимать какие-то митинги. Я не видел, что там было, да, упоминались как-то украинцы. Они, в общем, всем имеют претензии, неважно, кто ты, поляк, латыш, литовец, украинец, болгар, румын, бразильянец, блин, не знаю, кто там, мексиканец, не знаю, кто там, вьетнамец и так далее. Они имеют претензию, в общем, что Ирландия для ирландцев, у нас слишком много людей другой национальности. Мы хотим, чтобы Ирландия была для ирландцев, но сами ирландцы забывают, что когда у них был голод, они максимально выехали с этой страны. Сейчас по всему миру больше ирландцев живут в других странах, чем в самой Ирландии. И заметьте, ирландцев никто не гнал с Америки, с Австралии, да, с Новой Зеландии, с Канады, там, в ту же Великобританию много переехало, когда был большой голод. То есть и никто их не гнал. Но, конечно, я перечислил все страны, которые англоязычные. И самим ирландцам было легче там ассимилироваться, да, и культурно, и языкового барьера практически не было, то есть им, конечно, намного было легче, чем любому другому беженцу, мигранту, эмигранту, неважно, который приехал сюда, который не знает английского, который культурно, возможно, и другая у него вера, и другие у него традиции, и другая у него кухня. А переехав в ту же Америку, да, США, там очень все похоже, и культура, и вера, и еда, то есть очень много чего похоже. Им было, конечно, легче, но все равно я веду к тому, что никто ирландцев ниоткуда не гнал, не выгонял, все приняли их нормально, и они там остались жить, и живут уже там в каком поколении, и серьезно, статистика гласит, что ирландцев за рубежом намного больше, просто там во много раз больше, чем в самой Ирландии. То есть я к тому, что нужно быть, да, толерантных, но толерантность должна не доходить до абсурда тоже. То есть не нужно всех принимать, которые просто едут сюда за выгодой. Нужно таких людей, их можно легко определить. Это легко все делается. Просто я думаю, что слишком сам Евросоюз заигрался вот эту толерантность, да, ко всем. Нужно все-таки как-то людей отсеивать. И тех, кто реально приезжает просто за бабками и просто хочет воспользоваться добротой этой страны, их, конечно, нужно отсеивать. Пишите в комментариях, что вы считаете по поводу этого митинга, по поводу этих выступлений, как вы думаете, поменяется ли что-то в миграционной политике Ирландии или нет, либо вообще откроют границы наоборот. Я думаю, лично мое мнение, что, конечно же, нет. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Как-то так. Жду ваши комментарии, почитаю, посмотрим, что же вы думаете по поводу всего этого митинга и вообще всей этой ситуации в Ирландии с миграцией, с беженцами, а именно с международными беженцами. Вот это вот самое интересное. Они тут, конечно, реально тут уже в третьем поколении подтягивают друг друга, и это меня, конечно, не слишком, даже меня радует. Я вижу, что они пытаются эту страну просто конкретно доят и обманывают. Я не буду называть нации, да, национальности, которые это делают, потому что в каждой есть национальности, нации, люди, которые не слишком добросовестные. Но есть конкретно нации, которые именно этим злоупотребляют. Короче, как-то так. Всегда на связи. Всем добра, позитива, хорошего настроения.